Друзья, сегодня приготовим очень вкусный и, самое главное, нежнейший куриный паштет. Поехали! Начинаем с подготовкой нашей печени. Я взяла 500 грамм и сейчас я ее хорошо осмотрю, потому что нам нужно убрать все белые прожилки, вот, например, как вот здесь, потому что они не сделают наш паштет нежный. И также, если вы увидите на печенке какие-то зеленые пятнышки, нам нужно их тоже убрать, потому что это остатки желчи и, к сожалению, даст горечь. Разрезаем печенку вот так пополам, и вот эти белые штучки мы убираем. После того, когда мы ее почистили, нам нужно тщательно ее промыть. Для нашего паштета нам понадобится одна морковь и лук. Нарезаем, как душа хочет. Я нарезаю мелкими кусочками. То же самое мы делаем и с нашего лука. Наши овощи мы сначала обжарим. А после этого мы добавим чуть-чуть водички, чтобы они протушились буквально 5-10 минут, чтобы мы были уверены, что они получат мягкую консистенцию и ничего твердого у них не останется. Обжариваем печень до золотистой корочки на масле с высокой температурой дымления. Когда образуется корочка, добавляем сливочное масло и оставляем печень протомиться 5-10 минут на минимальном огне, чтобы сливочное масло не сгорело. Наши овощи протушились и печенка уже готова, поэтому сейчас все мы будем помещать в смесительный стакан. Печенку я не солила, поэтому мы будем ее солить в процессе приготовления паштета. Отправляем печенку со всеми соками и сливочного масла, в которое она тушилась. Сюда отправляем наши овощи. Добавляем сливки. Я взяла 10%. И соль и перец по вкусу. Если что, добавим. Закрываем нашу чашу. И отправляем на блендер. Наш паштет готов. Теперь нам осталось самое легкое. Самое легкое, нам нужно его поместить в банке. Вот наша баночка. Открываем наше чудо-юдо. О, парует. И отправляем вся эта наша камбуча-бамбуча в банке. Вот все у нас красиво. Вот так мы сделаем, чтобы весь воздух ушел. И вот так разгладим сверху. Теперь закрываем баночку и оставляем до полного остывания. Если вы хотите, чтобы ваш паштет дольше хранился, вы можете его залить сверху, например, со сливочного масла. В нем добавить цедру апельсина, и получится очень-очень вкусно. А теперь мы ждем. Наш паштет готов, и сейчас мы по традиции его попробуем. Нежнейший. Очень вкусный. Сделайте и вы. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!